Наблюдаем за индексом NASDAQ. Мы в покупке. Сегодня купил практически 14 тысяч. Давно такого значения не достигал этот индекс. 14 тысяч. Наблюдаем. Мы ждем движения в районе 14125. Посмотрим, придет ли рынок в эту зону. Я люблю такие сделки. Они предполагают один вход, да, с утра пораньше и до, там, скажем, обеда ты можешь быть в позиции и делать профит. Мы сегодня разберем основные моменты, как такие ситуации распознавать, что общего между ними, да, что общего между ситуациями, когда ты заходишь в бай, например, с утра, ну, то есть с утра это означает с открытия рынка, да, и сидишь там полдня, например. Что объединяет все эти сделки? Что происходит с ценой, с поведением цены, там, я не знаю, с индикаторами, с другими условиями, что вот ты ловишь трендовый день. Вот NASDAQ сегодня яркий пример, ярчайший пример. Мы видим с вами сигнал TC-Sell, но еще раз он здесь нас не должен пугать. Видите, он на какой маленькой свечечке. Видите, свечка какая маленькая. Это говорит о том, что это такая пустая свеча, пустой сигнал. Более того, обычно после этого следует бычьи свечи, более серьезный тренд. Давайте смотреть. А пока мы с вами смотрим, первая основополагающая вещь, которую вам нужно знать, которую вам нужно учитывать в торговле, чтобы ловить большие тренды, это все большие тренды рождаются после пробоя или после выхода, как правило, за максимум, если вверх, и за минимум, если вниз, предыдущего дня. Вот сейчас NASDAQ, мы видим, торгуется выше максимума предыдущего дня, совсем близко к нему, вот видите, буква H на графике. И что еще здесь можно отметить, коль мы заговорили про уровни поддержки сопротивления, это круглое значение 14 тысяч. Круглое значение 14 тысяч. Таким образом, все серьезные тренды рождаются вокруг или возле ключевых уровней со старшего таймфрейма. В данном случае мы говорим про дневные уровни, да, максимум-минимум предыдущего дня. И возле вот этих значений 14 тысяч, 14 500, 13 тысяч, 15 тысяч и так далее, это по любому инструменту, да, неважно. Просто на NASDAQ сейчас мы видим 14 тысяч, мы знаем, что это ключевое значение, мы знаем, что здесь максимум дня, мы знаем, что тренд бычий, последние 2 дня цена растет. И это все дает нам основание предположить, что сегодня мы можем увидеть тренд. Но критерий номер 2, не менее важный, это чистое ясное небо мы хотим видеть, то есть потенциал должен быть, должно быть открытое пространство, здесь, кстати, можно добавить объем еще, открытое пространство, чтобы заработать деньги. То есть ничто не должно мешать нашему take-профиту, нашим позициям, где мы забираем прибыль. И здесь мы видим, никаких впереди уровней нет, полностью открытое поле. Поле не паханное, как говорится, делать деньги не хочу. И это вот как раз та ситуация, в которой мы хотим торговать. Это критерий номер 2 хорошей сделки. Критерий номер 3, что определяет мощную сделку, это мелкие свечи. Во всех судорожно-бычьих или судорожно-медвежьих трендах присутствуют вот эти свечи, которые вы прямо сейчас видите на вашем экране. Это мелкие-мелкие свечи. Это свидетельство колоссальнейшей силы быков. Еще раз. Колоссальнейшей силы быков. Мелкие свечи, не когда они широкие, крупные. Это, наоборот, финал движения. Когда они мелкие. Вот это самая явная интерпретация силы тренда. Критерий номер 4. И это мои точки волатильности, белые, которые вы видите на своем экране. Что означают белые точки волатильности? Они означают, насколько цена далеко находится от ценности, потому что эти белые точки – это зона ценности, к которым чаще возвращается цена. Когда она удаляется от этих белых точек, я говорю, что цена далеко от ценности.
и это плохой сигнал, например, по тренду. Когда цена близко к ценности, я говорю о том, что цена находится в балансе, график находится в балансе, трейдеры находятся в балансе, дзен, да, и это означает, что хорошее место, чтобы прикупить. Когда мои точки имеют вот такую вертикальную форму, это говорит о том, что тренд усиливается. И чем они ближе к цене, пока она растет, тем сильнее тренд и тем больше, дальше цена пройдет. Критерий номер 5. Причем, что самое интересное, они все в одно время появляются. То есть не надо вам их ждать особо. Они, если тренд присутствует, он сильный, вы это все увидите в моменте, вот как сейчас. Критерий номер 5. Еще раз, это не обязательный критерий, что вот все они должны быть, но, как правило, как пить дать, они все совпадают во всех сильных трендах. Вот все взять, вот огромные тренды на рынке, вот везде одна и та же хрень, что вверх, что вниз. Критерий номер 5. Это обновление вот этого TC Sell сигнала. Я сказал о том, что на нем маленькая свечка. А раз свечка очень маленькая, это говорит о том, что там нет ничего интересного. И редко такие сигналы рынок вообще замечает. Поэтому как только пробивает максимум TC Sell, то это говорит о том, что надо добавлять к позиции. Или можно добавить, это не обязательно. Зависит от стратегии трейдера. А второй вариант, если не добавил, сразу ждать коррекции куда? К этим же белым точкам, о которых я сказал буквально 2 минуты назад. Потому что когда точки так близко, это говорит о колоссальной силе быков. Еще раз, это не так, что вот пришло раз, и я понял, да, что вот это и есть прибыльный подход. Это довольно долгие годы наблюдений, исследований и торговли реальной, да, чтобы понять, как выглядят вот эти мощнейшие тренды и как, зайдя в одну сделку или в 2, может быть, я не думаю, что есть смысл больше 2 сделок в день открывать за торговую сессию. Ну, например, вы торгуете там с 16 до 19 по Москве, да, или там с 16 до 18, а утром по Москве вы торгуете, например, с 10 до 12. Вот больше 2 сделок нет смысла открыть. Вообще никакого нет смысла. Во-первых, если вы торгуете на Мосбирже, это будут комиссии довольно большие, если будете много сделок открывать на рынке акций, там биржевой сбор брокера и так далее. Ну и в целом это ведет к переторговке, к более низкому качеству торговки, меньшей прибыли, получается, что комиссии, ты их плохо торгуешь и так далее. В общем, сосредоточьтесь на 1-2 трейдах. И вот я стараюсь сосредотачиваться на такого рода ситуациях, где может произойти потенциальное движение, когда я вижу, что оно разворачивается, это уже мне говорит о том, что изначальная позиция была верна. Да, то есть вот здесь, на этом этапе, вот здесь, я еще могу, ну, скажем так, не то что усомниться, но я еще не вижу всех своих условий. Я еще думаю, ну, хорошее место для начала покупок, но еще не все так ясно и прозрачно. И когда вот эта ситуация прямо сейчас на ваших глазах происходит, я понимаю, что моя позиция абсолютно верна. Это мне говорит о том, что ни в коем случае не трогать ее, ни в коем случае не закрываться здесь от страха. Ой, она пошла на коррекцию, но это хорошо, коррекция должна быть. Да, потому что если рынок вообще без коррекции, то он может закончиться очень быстро, если он вот так вертикально идет. Но этот идет очень яростно. Вот эта ситуация, она такая, очень яростно идет цена. Более того, на коррекции можно добавить по очень хорошим ценам. То есть, если цена придет на коррекцию, вы можете добавить еще объем. Ждем дальше, наблюдаем. Можно трейлить стоп. Видите, мой стоп стоит где? Что значит трейлить? Да? Что, троллить? Нет. Трейлить стоп означает взять этот стоп и двигать за точками белыми. То есть отсюда взять его руками и потянуть наверх. Либо где советник АТМ, видите, написано вот с кнопками внизу, можно ему это назначить, ему дать команду «двигай», как только видишь белые точки, он возьмет и начнет двигать, пока цена будет расти, он будет двигать. Таким образом, я могу брать оттуда тейк, который у меня стоит прямо по курсу, вот здесь мой take profit, видите, да? То есть я его могу убрать, и на случай вообще лютейшего тренда я его обязательно поймаю, потому что пока этот тренд в такой фазе находится, точки будут следовать за ценой, и я буду делать профит. Но сегодня такой задачи нет. Сегодня есть задача зайти, это пятница, как обычно. Мы не торгуем долго, иначе это приводит к очень грустным последствиям, потому что рынки не находятся в пятницу длительное время в таком вот, да, скажем, горячем состоянии, необычно горячее короткое время.
Ну, это статистика, она мировая, да, я думаю, все знают об этом, что понедельник и пятница, не то, что они плохие, нет, но традиционно объемы, активность, наполненность рынка вторник, среда, четверг выше, чем в пятницу и в понедельник, да, особенно в пятницу. Есть, да? Поэтому первый час, вот сейчас время сколько у нас? Время 16:57, да, прошло полчаса с момента открытия биржи в США. Ну вот еще полчаса и все, ну максимум там час, то есть до 6, скажем, это потолок. Поэтому все движения, которые могут произойти по золоту, по NASDAQ, по другим рынкам, они вот произойдут в это время. А могут быть какие-то аномалии, но это такие, знаете, вбросы, какие-то локальные, такие всплески неуверенные. Точнее, не неуверенные, не поддерживаемые. То есть рынок обвалился и затух, взлетел и затух. Да. То есть нас это не интересует. А вот сейчас наиболее вероятно. И еще момент, я вот говорил, да, о том, как формируются хорошие тренды, мощные. Они формируются обычно в начале сессии. Вот в начале сессии, если рынок показал себя, то это очень хорошо. Это большой бонус, большой плюс к вашей позиции. И вы знаете, свечи по-прежнему не увеличиваются, они по-прежнему ультра мелкие, но нередко бывает так, что свечи мелкие, а потом бам, огромная медвежья свеча, но это свеча просто, чтобы они выдохнули, эти трейдеры, и они снова начинают покупать. Поэтому не будет удивлением, если сейчас какая-нибудь длинная медвежья свеча появится. Угу. Здесь вам интересно, да, такой онлайн живой интенсив по тому, как работать с трендом, как определять тренд, базовые критерии. Конечно, они совмещены с моими критериями, да, которые я использую. Вы можете, кстати, воспользоваться текущим предложением нашим на индикаторы, особенно индикатор, который называется Smart OS. Это умный осциллятор, который не только определяет точку разворота рынка, сейчас мы, кстати, до этого дойдем, но и точку начала тренда, позволяет отфильтровывать ненужные сделки. В общем, посмотрите, ссылка под видео, изучите материал. А пока мы будем наблюдать за нашим красивым индексом NASDAQ. Более того, если вдруг индикатор начнет подавать сигналы к развороту, я вам об этом скажу, и мы как раз разберем его основные фишки, потому что его первое назначение – это как раз поиск точек, где рынок уже устал. Где рынок настолько растянулся, что сейчас лопнет и все. То есть, надувается, лопается, все. Он либо останавливается, либо небольшая коррекция, либо разворот. Вот три состояния, которые приходят, когда мой осциллятор, я его называю умный осциллятор, потому что он показывает вам и мне не только развороты, но и начало тренда, да, но и фильтрует еще к тому же рынки. Это очень удобно. Мы ждем, когда сработает наш тейк. Можно стоп, конечно, уже перевести без убыток, но очень редко бывает, чтобы рынок в моменте развернулся. Это, я бы сказал, наверное, 1-2% ситуации, когда вот так цена растет, и потом бац, он уже на полу оказался. Это исключение, прям исключение. Поэтому мы ждем, когда рынок дойдет до нашей ценности, наши точки, видите, белые, они активны. Хорошо бы, если рынок пришел и протестил вот этот лоу, потому что здесь можно докупиться, да? Кто хочет, докупается здесь, чтобы поймать еще одно движение, потому что по факту еще ни одной коррекции не было после обновления вот этого вот уровня максимума, где у меня красный, видите, уровень идет. Точки идут здесь, гистограмм потом меняется. То есть еще коррекция после вот этого всего, скажем так, дисбаланса. Да? То есть здесь баланс, здесь все хорошо, здесь всем комфортно, все нормально себя чувствуют, дружат. А тут начали грызться, и быки, мы видим, чувствуют себя очень уверенно, да, превосходно даже. То есть это дисбаланс. Мы делаем деньги на дисбалансе. Мышкану. Мы делаем деньги на букве D, да, дисбаланс, да, это буква и вот как с двумя ножками, дисбаланс, да. Дисбаланс, мы на этом делаем деньги. Поэтому 1-2 сделки в день, точнее за сессию с головой. Открыли, больше не надо. И неважно, это лосс или профит, ведь это не гарантия, что здесь я сделаю деньги. Да? Хоть я уже в плюсе, я заработал уже к текущему моменту
90 пунктов почти, да, профит открытой позиции был. Можно было забрать и сказать, да ну нахер все, нормальные деньги, я ухожу. Но у меня нет причины закрывать. Мой индикатор, который внизу, видите, он еще не подобрался к своим экстремальным значениям. Вот давайте разберем, пока у нас есть время, пока цена еще не дошла. Это один из важнейших критериев выхода из сделки, если вы хотите выйти на максимум. Вот вы здесь купили, если индикатор дойдет до вот этой красной зоны, вот этой зоны, вот сюда, поднимется, это будет говорить о том, что рынок очень растянут, и здесь может быть реакция более существенная. Поэтому лучше выйти и потом на коррекции зайти. Это будет лучшее место для взятия прибыли, для фиксации прибыли после покупки здесь. Вы можете здесь продать, например, на разворот, но зачем, когда у вас изначально все условия говорят за быков? Какой смысл? Продать, а если пойдет дальше, получишь лосс, тогда все вот эти усилия, все это наблюдение, ну, все это зря, и плюс еще комиссии. Зачем? Медведь не сильный здесь. Зачем играть на стороне слабого? Поэтому лучшим вариантом будет коррекция. Лучшим вариантом будет коррекция до тех пор, пока цена не ушла ниже вот этой зоны. Если медведь сильный вдруг здесь появится, да, или бык ослабнет, то тогда мы просто уйдем ниже этой зоны. Это исключение, нежели правило. В этом конкретном, на этом конкретном примере, конкретно сегодня. Все может быть, и мы не должны там тупо, только вверх, все будет вверх, мало ли, всякое бывает. Но, по крайней мере, на текущий момент, потому что рынки изменчивы, на минутном графике может все меняться кардинально, быстро, ежесекундно даже. Но бывает такое, особенно на рынке акций, если вы торгуете очень активные, очень волатильные символы, то там вот так может быть, а через час-два уже цена здесь, да. Вот, и если ты здесь еще бык, думаешь, о, покупка, то через час уже ты либо продавец, либо потерял деньги, да, пытаясь там где-то откупать на коррекциях. Поэтому вот этот индикатор незаменим в тех случаях, когда мы хотим понять, насколько рынок растянут, насколько рынок далеко от ценностей, когда уже пора выходить из рынка, да, где наилучшее место, чтобы потом не жалеть, не грызть локти, он пошел еще. Он может чуть пойти, но он не уйдет далеко, если мой индикатор экстрима подошел точнее, смарт-индикатор, да, смарт-осциллятор, правильно сказать, умный осциллятор подошел к этой зоне. Если подойдет, я говорю, все, спасибо, до свидания, я ухожу. Если рынок будет подходить к нашему тейку, вот сюда уже, естественно, возьмем стоп и вот так сюда подвинем. Ну, глупо отпускать тейк, когда он у тебя буквально в руках. Поэтому мы это тоже с вами имеем в виду. Вчера похожая ситуация была, только на sell по золоту. Причем я там один раз продал, получил лосс, потом перезашел, это уже был вечером, и поймал неплохой момент. Хоть он был не такой быстрый, как здесь, все-таки это была вторая половина сессии, но тем не менее. То есть я стараюсь все-таки открывать одну-две сделки, и не всегда это получается. Иногда бывает, я прям переторговываюсь, да, но есть, знаете, что секрет такой. Секрет есть. Хотите знать секрет? Конечно, хотите, да, знать секрет. Это называется секрет первой сделки. Секрет первой сделки. Все, вот секрет. Секрет первой сделки – это то, насколько качественная твоя сделка с точки зрения всех правил. Потому что первая сделка – это когда ты еще свежий. Первая сделка – когда ты еще не замылил глаз. Первая сделка – это когда ты, может быть, еще ничем не задет эмоционально в плане того, что «Ой, я здесь упустил, здесь я просил», пока ты не варишься в этом всем котле финансовом, да, пока тебя не ошпарило, ты можешь все вот эти свои эмоциональную вот эту вот бурю, да, внутри предотвратить или, скажем так, не заниматься вот этой, да, гэмблингом, игрой, а сосредоточиться на одной хорошей сделке, именно первой сделке, это очень важно. Как вы начнете, это, во-первых, может быть достаточно, вы одну сделку совершили, и все, вы больше не торгуете сегодня, да, например, сделали деньги там 2 к 1, 3 к 1, зачем вам еще торговать, да? А во-вторых, вы зададите отличный темп сегодняшнему дню и, возможно, следующему дню, да, постепенно будет расти ваша уверенность, потому что к первой сделке вы можете предельно подготовиться, а потом, то есть уровень сосредоточенности, внимания на первой сделке
у вас, когда вы только начинаете торговать, он находится здесь, а потом он постепенно снижается, потому что чем дольше вы смотрите на график, тем глаз больше замыливается, вы устаете, плюс вы видите много сигналов, рынок меняется, плюс у вас какие-то появляются там сожаления, здесь упустил, здесь не взял, здесь рано закрыл и так далее, а первая сделка – это чистая сделка еще, понимаете? Я рекомендую вот все внимание, все вот туда свое направлять, всю свою энергию на первый трейд и стараться, чтобы это был самый правильный трейд. И ведь вы можете повлиять на вот эту сделку по максимуму, потому что с открытия рынка вы можете прийти за полчаса до открытия, проанализировать, какие-то себе поставить, скажем так, пометки, галки, определить для себя ключевые ориентиры, контуры там, торговли и так далее. И потом, когда все это срослось, атаковать. Спокойно, взвешенно, уже будучи готовым. И вот так каждый день приходить, и тогда вы сможете развить дисциплину. Потому что обычно трейдер спрашивает: Аркадий, как развить дисциплину? Ну вот это практический метод, практическое действие, как развить дисциплину. И вот мы уже подходим к нашему тейку. И что хорошо, на первой сделке ты можешь сохранить еще, у тебя еще достаточно свежие глаза, чтобы мониторить эту сделку и не спешить, не торопиться. Когда у тебя нет еще позиции сегодня, у тебя нет там страха: ой, блин, я сегодня так хорошо поторговал, не хочется портить день, или хочется, может быть, заработать еще, или вот как бы отбить день. То есть вот таких мыслей нет никаких, ничего нет. И гораздо проще с чистой башкой, с ясными глазами работать с текущей открытой сделкой. А потом ты все дальше, чем дольше сидишь у экрана, тем меньше шанс, что ты сделаешь деньги. Поэтому первый час открытия, первой сделки максимально сосредоточить, все отдайте, всего себя, выжмите из себя все соки, а потом можете спокойно заниматься другими делами. Потому что первые сделки во многом определяют ваш торговый день. И в принципе, обычно необходимости в новых сделках нет. Да? То есть первые, одну-две сделки, вот первый час-полтора, все. 16:30 открытие, вот начинает там, может быть, с 15 минут этого, 15:05 до там, до вечера, до 6. Да? Потому что еще подготовка, еще какое-то время, вот ты сейчас сидишь в сделке, ждешь, иногда цена может расти, ты просто сидишь, ничего не делаешь, да? Ждем. Вот это основополагающие вещи, да, прибыльной торговли. Потому что многие говорят: как там победить эмоции, как бороться с эмоциями. Не надо с ними бороться, просто будь дисциплинированнее и все, чуть-чуть хотя бы. Чуть-чуть же можно. Ты же можешь на первой сделке быть более сосредоточенным, да, ты можешь подготовиться, выбрать рынок, который ты сегодня будешь торговать, до входа, до всех, вообще все можешь, да. В чем проблема? Каждый день 1-2 сделки в первые 1,5 часа. Если нет на рынке сделок, закрываешь компьютер и уходишь. Пару раз это будет тяжело, потом аж через 5 минут заходишь открыть, посмотреть, что там произошло, может там пошла цена, или там вечером такой пришел, можно было заработать, да? Вот. Смотришь же потом все равно. Вот. Пару раз надо будет сделать усилия над собой, а потом это само по себе пойдет. То есть вы превратитесь в трейдера, которого вы сами будете уважать, который вам будет нравиться, которым будете гордиться. Ждем. Я заканчиваю сегодняшнюю торговлю через 10 минут. Вне зависимости от результата я даже не буду новую сделку здесь открывать. Скорее всего. Потому что я сегодня еще торговал на Мосбирже утром. У меня были позиции по Лукойлу и вот NASDAQ американской сессии. Ждем. Если цена еще взлетит, мы еще двигаем за ближайший low минимум. Можно было бы поступить иначе. Например, я сейчас здесь уберу тейк, стоп вообще опять верну на минимум, там где у меня был вход. И все. И если сегодня будет большая вода на большой тренд, я, может, его поймаю.
Такой задачи нет. И это вот формирует определенный внутренний стержень трейдера. Ведь без этого очень трудно делать деньги. Ты можешь знать все уровни, все паттерны, но никак не прийти к точке постоянства. А если вы хотите прийти, вот именно эти моменты мы разбираем на онлайн-торговле. Психологические приемы, техники, которые позволяют вам выйти на совершенно другой уровень и удивить себя. Поэтому, если вы хотите удивить себя, принимайте мое специальное предложение, ссылка под видео, и будем работать вместе, потому что один из способов, да, стать лучше — это присоединиться к команде лучших, да, и тогда у вас тоже начнет получаться, потому что это практический навык, да, который вы получаете, это практика в реальном времени. Ну что, ждем. Остаются считанные секунды, наверное, до закрытия позиции. Я тейк не трогал, как он стоит, его можно закинуть повыше, но я его здесь поставил, считаю, что это рациональное место для взятия прибыли. Можно уже снять, ну что там, копейки остались, там, 5 пунктов. Но мы дождемся исхода самого, да, рынка, как он решит, господин рынок, так и будет. Индикатор экстрима, видите, поднимается внизу потихоньку, чуть-чуть растет, и цена подходит к тейку. Готовимся забрать тейк, забираем прибыль. На сегодня я заканчиваю торговлю. Потрясающий трейд, отличный профит. Ссылка, еще раз напомню, под этим видео. Если вы хотите подключиться, торговать со мной, NASDAQ сегодня может продолжить свой грандиозный путь, потому что дорога открыта. Ну, а я сделал то, что хотел, то, что планировал, и пора этим моментом насладиться. Все, до свидания, до связи.